getting out of my cage. Feel the fluids of rage crawling up to the stage where the show's on, waiting for the hooray, wasting another day. Comes the mutual abuse, we don't need an excuse. Like the ducks on the lures, we go swinging on. Now the bruises are shown, you'll be never alone. Trying to figure it out, but the words don't come out. Even silence too loud in the solid state. Tired to keep it in, you are my phantom limb. Now the color is down, he's wearing my crown. I can say what I found, it would hurt us all. And the harder he's struck, is the deeper you start. All these words unspoken, give another wound. All these resolutions, it's just another one. Whoa. Ну, говоря про Арлекино, началось все довольно давно, лет 12 назад, когда я впервые услышал группу Marillion, которую до сих пор очень люблю. И тогда у меня, естественно, возникло вполне объяснимое желание играть так, как эта группа. И когда все нормальные сверстники слушали New Metal и прочий альтернативный рок, я вот пытался копать в подобную музыку, пытался сочинять в подобном русле. И так как сама музыка была такой поджанр неопрок, который поджанр прогрессивного рока. Вот. А прогрессивный рок — это всегда музыка считалась такая очень необычная и сложная, и требующая от тебя определенных скиллов, технических навыков. Вот. То оно как-то само собой получилось, что я начал больше уделять времени и самообразованию, и сказалось то, что закончил музыкальную школу по классу гитары 5 лет. Роман Валентинович, если вы меня видите, приветы вам большие. Вот. И, естественно, Арлекин писался в стол, потому что, ну, как-то ни тогда не было особых условий там, где я находился, для прог-рока вообще и для рок-музыки в принципе. И сейчас в Украине, в принципе, с прогрессив-роком дела такие невеселые, потому что, в принципе, у нас
музыкальная мода, музыкальные тренды идет от заимствования еще, знаешь, из 80-х. То есть, допустим, 80-е... Почему весь русский рок — это на самом деле постпанк? Потому что что тогда послушали, то и стали играть. Там Цой послушал Смитс, Агата Кристи послушала The Cure, Гребенщиков послушал Боуи, и вот как-то оно все покатилось из 80-х. А 70-е, соответственно, были пропущены, и нет традиций заимствования прогрессив-рока в принципе в постсовке. Поэтому все эти заимствования вот начались только сейчас, и они тоже так приходят с каким-то опозданием, или там у ребят не хватает каких-то технических навыков, или композиционных навыков, или в любом случае, даже если это получается хорошая копия, то это всего лишь копия. Но, говоря о копировании, я, собственно, не лелею никаких иллюзий касательно Арлекина, потому что Арлекин — это тоже хорошая копия. Это ревайвал, это игра в неопрог. Я вот как бы, когда сочинял эти песни, я представлял себя в начале 80-х, все эти Betsy Tales, все эти грязные чердаки Лондона, и я вот тоже там среди этих ребят сижу и слушаю альбом про слезы Шута и все эти штуки. То есть это очень такая узконаправленная музыка, которая, тем не менее, находит до сих пор отклик в сердцах слушателей. И когда я по-серьезному взялся за Арлекин 2 года назад и выпустил сам издатом альбом прошлым летом, моментально получил невероятный просто отклик в интернете, потому что есть вот эта ниша людей, которые за этой музыкой следят, и учитывая, что она очень узкая, то любая капелька, которая туда капает, она вот создает буквально цунами. Это моментально написали какие-то дистрибьюторы, какие-то японские магазины, при том, что, например, со Stone Jesus у нас в Японии дела все еще не очень, а Япония — это очень такой интересный рынок, и туда хотелось бы пробиться, и вот с Арлекином получилось пробиться за 2 репоста на Фейсбуке. И собственно, весь первый тираж был расхватан, и мне люди до сих пор пишут, что очень приятно. Когда? Как там дела с Арлекином? Когда будет следующий альбом? И вот здесь начинаются сложности. Потому что в 2003-2004, когда сочинялся этот материал, у меня была, естественно, уйма времени. Я учился в университете, я не был как-то занят с другими музыкальными проектами и группами. И поэтому там накопилось bulk of material, как говорится, довольно много материала. И есть еще материал, которого хватает как минимум на еще один альбом или даже на 2. Но дело уже заключается в другом. Дело заключается в том, что я прилично так хорошо занят со Stone Jesus. И я все еще уделяю некоторое время Храбаку. И, собственно, на это все и уходят все силы, все нервы, все часы и минуты в сутках. И это с одной стороны. А с другой стороны, есть такой щекотливый момент, что единожды поиграв для публики и увидев, какой есть у публики отклик и как она может тебя принимать, как она тебя заряжает, хочется все-таки играть живые концерты. А с Арлекином играть живые концерты настолько мало реально, потому что прогрок как таковой сейчас в мире это очень узкая ниша, все еще. И, грубо говоря, если вкладываться в концертное воплощение Арлекина 100%, всеми силами, приглашать людей, репетировать, искать какие-то варианты, отыграть концерт, писать организаторам фестивалей, то есть начинать делать все то, что я уже делал за Stone Jesus 5 лет назад, получается, что нужно Stone Jesus ставить на паузу, потому что, если ты хочешь от чего-то получить фидбэк, в это нужно вкладываться на 100%. И получается, что да, я не готов. Я не думаю, что готов отечественный слушатель. Я не думаю, что зарубежный слушатель прям настолько желает видеть Арлекина вживую, потому что, первый тираж дисков sold out, второй пока лежит, и просьбы продолжить с Арлекином поступают, но они в основном поступают, собственно, от таких дайхардовых фанатов жанра, которые, в принципе, не знают, что у меня там еще происходит. А? Что? Stone Jesus? Кто? Вот, поэтому им все равно, они просто вот дай им, и все. И поэтому, теоретически, если у меня будет, допустим, там какое-то свободное время, я могу записать второй альбом Арлекина, но это будет, грубо говоря, следующий альбом в стол. А хотелось бы этому всему все-таки придать какую-то более-менее законченную концертную форму. Поэтому пока Арлекин на паузе, но он не закрывается. И, возможно, в
в следующем году, или в 2017, или в 2018, если будет время и возможность, то буду собирать под это все живой состав и пробовать давать концерты.